Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня продолжаем серию вот таких вот брелочков с висящими ножками. Мне очень понравилось. В этот раз я связала с жирафикой. Хочу поделиться мастер-классом на вот такой вот брелочек небольшой. Размер брелочка 10 сантиметров. Вот так он выглядит. С хвостиком и с висячими ножками и бусинками на конце. Мне очень понравился такой вариант брелочка, и я решила продолжить еще серию разных. В этот раз свяжем с вами жирафика вот такого вот. Он полностью цельновязанный. Ушки, рожки, носик, все это вывязывается в процессе. Отдельно только вяжем с полухлопка хвостик и ножки. Если вам нравится вот такой вот брелочек, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Итак, для вязания такого брелочка нам понадобится два вида пряжи. Это желтая и коричневая, любого оттенка. У меня вся пряжа на 100 грамм 120 метров. Подойдут остаточки. Дальше полухлопковая в тон, скажем так, я буду вязать ножки и хвостик. Тоже любого оттенка коричневой пряжи. Также нам понадобятся бусинки любые, которые у вас есть. Вот для того, чтобы сделать как бы копытца в виде бусинок. И также карабинчик. У меня вот такой вот желтенький карабинчик. Также ножницы, глазки 7 миллиметров. Глазки 7 миллиметров. Маркер. Обычная иголка с черной ниточкой для вышивания ресниц, бровь и ноздрей. Также иголочка для сшивания и два крючка. Это 4,5 и 2,5 для вязания ножек и хвостика. Все, давайте начнем. Итак, начинаем с тела. Я взяла желтую пряжу и крючок 4,5. И набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Со второй петли от крючка я провязываю прибавку. 2 столбика. И ставлю маркер в первый столбик. Дальше по цепочке я провязываю 1 столбик без накида и второй. В конце я провязываю 4 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3 и 4. Дальше по второй стороне я провязываю 2 столбика по цепочке за вторые полупетельки. И в конце прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. У нас должно получиться 12 столбиков. Первый ряд получен. Выглядит вот так. Теперь второй ряд. Во втором ряду провязываем в начале прибавку 2 столбика без накида и ставлю маркер в первый столбик. Дальше вторая прибавка. Дальше 2 столбика по цепочке. Дальше провязываем 4 прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая, третья и четвертая. Дальше провязываем 2 столбика и в конце 2 прибавки подряд. Первая прибавка и вторая прибавка. Второй ряд провязан, во втором ряду 20 столбиков. Теперь третий, четвертый и пятый ряд по кругу провязываем 20 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем третий, четвертый и пятый. Итак, довязала я 3 ряда. Шестой ряд. Снимаю маркер. В шестом ряду провязываю 6 столбиков без накида. В первый столбик я ставлю маркер. 2, 3,
4, 5, 6. Провязываю 4 убавки подряд. Первая убавка, вторая, третья, четвертая. И дальше до конца ряда я провязываю 6 столбиков без накида. В шестом ряду 16 столбиков получается. Провязала. Седьмой ряд. В седьмом ряду провязываю 4 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3, 4. Дальше провязываю 4 убавки подряд. Первая, вторая, третья и четвертая. Дальше до конца ряда провязываю 4 столбика. Теперь восьмой ряд. 2 столбика. Первый столбик ставлю маркер. 2. Дальше 4 убавки подряд. Первая, вторая, третья, четвертая и в конце 2 столбика. В восьмом ряду у нас получается 8 столбиков. 9, 10 и 11 ряд провязываем 8 столбиков без накида по кругу. При этом можно туловище уже набить наполнителем. 9, 10 и 11 ряд 8 столбиков без накида провязываем. Без прибавок и убавок. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Итак, провязали шейку. А теперь 13 ряд. В 13 ряду я буду провязывать все прибавки подряд. У нас 8 столбиков, поэтому должно получиться 16. В каждый столбик 2 столбика без накида по прибавочке. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 прибавка. Вот получается 13 ряд, 16 столбиков по кругу, 14 ряд. В 14 ряду я провязываю первый столбик, ставлю маркер. Дальше провязываю второй. Второй я не довязываю, присоединяю коричневую ниточку. Итак, второй столбик я не довязываю, присоединяю коричневую, желтую я не отрезаю. Вот, и теперь начинаю провязывать мордочку. Делаю накид и провязываю мордочку
шишку, в каждую петельку шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Первый недовязанный столбик. В эту же петельку второй недовязанный столбик с накидом. И третий в эту же петельку недовязанный столбик с накидом. Теперь все петельки вместе провязываем. Хвостик подтягиваем. Вот. Теперь в следующую петельку я провязываю точно так же. Делаю накид. Я воздушную петельку не делаю. И провязываю опять 3 незаконченных столбика с накидом. 1, 2 и 3. Провязываем вместе. Это уже вторая петелька. И еще одна петелька. Точно так же шишечка, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Вот у меня 3 недовязанных столбика с накидом. И я уже заканчиваю желтой пряжей. Убираю коричневую. И теперь до конца ряда я провязываю 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, теперь я коричневую ниточку обрезаю, завязываю на узелочек. Все, и вкладываю хвостики в шейку. Вот мы связали с вами мордочку. Она должна быть посерединке туловища. Вот. Теперь 15 ряд. Это мы провязали 14 ряд. Теперь 15 ряд. Провязываю 2 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1. И второй столбик без накида. Теперь там, где мордочка, мы с вами провязываем тройную убавку. Натягиваю ниточку. Теперь вот у нас между вот этими петельками будут идти, вот между петельками захватываем 1, в следующую и еще одну. Вот. То есть тройная убавочка получается. Вот между этими столбиками, между этими шишечками мы просто провязываем тройную убавку. Вот так. Теперь до конца ряда я провязываю 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот такая деталь должна получиться. Все, мы тут поправим потом. Так, теперь давайте наполним немножко шейку холофайбером. И начнем вязать 16 ряд. Итак, наполнила я уже шейку. Теперь 16 ряд. Итак, провязываем 2 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. Второй столбик. Теперь провязываем убавку. Вот за передние полустеночки провязываем убавочку одну. Провязываем убавочку. Теперь 1, 2, 3 столбика провязали, 3 столбика без накида. Теперь вяжем ушко.
ушко набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И делаем воздушную петельку, вернее соединительный столбик в основании петельки. Вот в основании я делаю соединительный столбик. Вот такое ушко получилось. Теперь дальше провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков. Провязали 6 столбиков без накида. Теперь это уже будет последняя петелька. Мы провязываем ушко. Набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в основании, вот в основании петелечки мы провязываем соединительный столбик. Вот так. Вот мы провязали с вами 16 ряд. У нас по кругу 12 столбиков. И вот, сложно показать, но вот ушки мы связали. Теперь 17 ряд мы провязываем просто без прибавок и убавок. 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь отодвигаем ушко. И по второй стороне ушка провязываем 6 столбиков без накида. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот мы провязали с вами 17 ряд. В 18 ряду я начинаю вязать рожки. Я немножко убираю. Мы присоединяем коричневую ниточку. Начинаем 18 ряд с шишечки, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Значит, я беру коричневую ниточку, снимаю с последней петельки и заканчиваю коричневой. Вот, убираю пока желтую пряжу. И теперь снимаю маркер. И в первую петельку я провязываю так, в первую петельку. Вот, провязываю раз, незаконченный столбик с накидом, второй в эту же петельку незаконченный столбик с накидом и третий. Вот так. Теперь все петельки вместе подтягиваю хвостик, и воздушную я делаю уже желтой пряжей. Так, теперь убираю все коричневые, провязываю 1, 2, 3, 4, пятую не довязываю, присоединяю коричневой, так чтобы не натягивалась. И в следующую петельку я провязываю шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Вот 4 петельки на крючке провязываю вместе. Дальше воздушную делаю желтой. И до конца ряда я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Теперь я коричневую обрезаю, хвостики завязываю, набиваю голову
Все, набиваю голову холофайбером. Вот у нас провязан 18 ряд. Давайте голову набьем. Итак, набила я голову. Вот такая деталь получается. Теперь, значит, 19 ряд я провязываю все убавки. Там, где рожки, я провязываю за полную петельку. Вот я захватываю полную петельку, вывожу и в следующую. Убавки я провязываю за полную петельку. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая и шестая. Обрезаю я ниточку и фиксирую. Одеваю я иголочку. Нужно, давайте немножко еще набьем холофайбером, потому что здесь еще немножко есть пространство. Вот так. И теперь за полупетельки стягиваю отверстие. 2, 3. Все, могу сделать узелочек. Вот. И в серединку вставляю и вывожу в любое место. Все, путаю ниточки. Обрезаю хвостик. Все, наша заготовочка готова. Поправляем ушки, рожки. Вот такая вот заготовочка получается. Теперь давайте вышьем пятнышки. Итак, приготовила я ниточку, плюшевую коричневую пряжу под цвет мордочки и рожек. Все, и давайте вышьем. Я вышиваю хаотично по 3 стежка в каждой, в каждую, скажем так, пятнышко по 3 стежка. Сначала я прячу ниточку узелочком и через 2 петельки, вот через 2 петельки прошиваю я несколько стежочков. Давайте так прошьем везде в хаотичном порядке.
пришила, вернее, вышила я пятнышки вот в хаотичном порядке, то есть у меня нет определенных, я просто где вижу, там и пришиваю. Поэтому они у меня везде все разные. Глазки я вставляю между 16 и 17 рядами. Глазки. Давайте приклеим. Итак, давайте теперь приклеим глазки и вышьем реснички, бровки и ноздри. Итак, вышила я бровки, ноздри, глазки. Вот. И теперь давайте вышьем с вами, вывяжем с вами хвостик и сделаем ножки. Значит, я беру полухлопковую пряжу, отрезаю небольшой кусочек, сантиметров 50, складываю пополам, вот так пополам складываю, беру крючок 2,5 и смотрю, где будет наш хвостик. Вот здесь, посерединке, через 2 петельки. Я делаю через 2 петельки. Беру серединку и вставляю через 2 петельки. И теперь просто делаю 1, 2, 3, 4 и 5. Вытаскиваю. Вот. Вытаскиваю полностью ниточки. И вот такой хвостик получается. Теперь я его обрезаю. И вот эти ниточки иголочкой расправляю. Такая будет на конце пушистый хвостик. Вот такой хвостик пушистый на конце. Вот. Как-то он стоит неправильно. Должен вот так. Теперь
ножки я где-то оставляю 10 сантиметров и набираю 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит, я обрезаю, оставляю где-то 10 сантиметров и вытаскиваю ниточку. Вот такая вот у нас получается цепочка из 30 воздушных петель и на конце 2 хвостика. Второй я уже связала. Вот, и получается 2 ножки. Так, теперь я одеваю иголочку. И вот смотрю, 1, 2, между вторым и третьим рядом я вставляю иголочку. Вот так вот. Вот между вторым и третьим рядами. Вставляю иголочку, чтобы это было посерединке. Так. Во. И так вот продеваю эту косичку. Теперь точно так же делаю со второй. Вот так. Чтобы сзади было все симметрично. Вот. Симметрично. И точно так же продеваю косичку. Так, чтобы они были одинаковые. Вот одинаковые косички. Все, и вставляю бусинки. Бусинки я вставляю любые, разные. Вот у меня такие вот коричневые есть. Я их вставляю. Делаю узелочек. Вот, и обрезаю. Итак, все мы с вами сделали. Последний штрих я одела карабинчик. И вот такая вот жирафик. Такой вот жирафик получился. Надеюсь, у вас все получилось. Все смогли сделать. Вяжется он легко и быстро. Давайте посмотрим на второго. Вот с такими вот бусинками. Вот. Поэтому, надеюсь, вам все понравилось.
Если у вас все получилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.